Представьте вот такую ситуацию. Вы захотели пройти Cuphead, но геймпада у вас нет, а клавиатура... Сдохни, сука, сдохни. Ну, скажем так, по каким-то причинам не работает. И все, что у вас есть, это старая, купленная лет 10 назад, вымотанная жизнью мышка. Собственно, таким образом и получился данный челлендж. А теперь давайте расскажу о нем более подробно. Цель челленджа в целом, как и везде, пройти игру, иными словами, надавать лещей дьяволу и посмотреть финальные титры. Так что игру необходимо пройти на стандартном уровне сложности, на низком не считается. А теперь к условиям. Первое и самое главное, я могу использовать только правую руку и пользоваться только мышкой, но немаловажно здесь то, что от момента запуска игры до финальных титров у нас буквально нет клавиатуры, даже чтобы нажать Escape. И тем более мы не сможем посреди игры поменять управление под конкретного босса. У меня на столе только мышка и правая рука от начала и до конца игры, без поблажек. Второе — это создание нового мира, то есть я не могу зайти в старое сохранение, где у меня открыты все виды оружия, и пробежать всех боссов, играем с чистого листа. Третий пункт — мы не будем проходить DLC, но в таком случае пользоваться предметами оттуда мне запрещается. Четвертое — естественно, никаких читов или же багов, но, как мы все знаем, в игре есть один узаконенный чит. Так что пятый пункт — это использование джина. Я не стал запрещать себе призывать его, но, сори за спойлер, я как настоящий мужчина так ни разу его и не призвал, так что забудьте, джина использовать мы не будем. Что ж, думаю, условия всем понятны, так что переходим к самому интересному и волнующему всех вопросу — реализация данного челленджа. Уверен, вы сейчас думаете: Эдик, каким образом ты собрался пройти игру на мышке, не прикасаясь к клавиатуре, если банально в настройках игры невозможно поставить управление на кнопки мыши? Эту проблему я решил программой K-Manager. В ней можно переназначить любые кнопки управления ПК на другие вами желаемые. Ну, например, вы можете нажимать на колесико мыши, а ваш ПК будет считывать это как нажатие на пробел. И таким образом у меня получился вот такой бин кнопок для Cuphead. Причем я сделал две вариации управления. Одна для русской раскладки компаса, а вторая для английской. И давайте продемонстрирую вам каждую кнопку, у коих на мышке всего 7. На русской раскладке управление сделано под обычные уровни, где чашек ходит на ногах. Первая боковая кнопка — это вниз. Вторая боковая кнопка — стрельба. Левая кнопка мыши — влево. Правая кнопка мыши — вправо. Нажатие на колесико — прыжок. Прокрут колесика вверх — это рывок. И прокрут вниз — суператака карточками. Главный минус данной раскладки — это отсутствие кнопки вверх, так что мало того, что мы не сможем целиться, так и банально передвигаться по локации от уровня к уровню становится невозможной задачей. Но на то у нас и есть английская раскладка, созданная под передвижение по локации, а также игру на самолетике, но многие кнопки совпадают с прошлой. Правая кнопка также вправо, левая влево, нижняя боковая низ. А вот верхняя вместо стрельбы теперь ведет персонажа вверх. Стрельбу тут я поставил на нажатие колесика. Прокрут колесика вниз также спецатака. Но вот прокрут вверх, думаете, парирование, возможно уменьшение самолетика. Фу, господа, вообще не близко. Прокрут вверх — это кнопка Escape, без которой банально после захода в магазин к свину вы бы там и остались без возможности вернуться на карту. Так что она нам необходима. Ну а клавиатуры я напомню, что у нас нет, даже казалось бы на Escape. И последний вопрос, требующий ответа: как я собрался менять язык на компьютере без использования клавиатуры? Для этого я использовал программу AutoHotkey и DeepSeek, который написал мне для нее код, благодаря которому быстрый прокрут колесика вверх и вниз меняет раскладку. Ну а дабы видеть, какой язык сейчас стоит на ПК, проходить игру я буду в оконном режиме. Итак, спустя 2 вечера подготовки и настройки мыши я готов. Погнали проходить Cuphead одной рукой. Кнопка прыжка, она же колесико мыши, по совместительству является кнопкой выбора в меню, так что с ее помощью создаем новый мир и начинаем игру. А ну-ка, стоп. Эдик, это что за позорище такое? Каюсь, виноват, так что параллельно съемкам этого ролика я все же закрыл свое основное прохождение на все 300%. Ну да ладно, возвращаемся к челленджу. Возможно, вас это удивит, но да-да-да, сюжет точно такой же, как и 8 лет назад, как и в прошлом году и как и вчера вечером, но все же давайте в 100-й раз повторим. Два брата, чашек и кружек, попадают в казино, где всем заправляет дьявол, и как в любой азартной шляпе, ребятам поначалу невероятно сыпет. Доллары в глазах, ставки все безбашенней, но когда дело доходит до ставки собственных душ, случается анлак. Парни проебываются, но все же у них выходит договориться с дьяволом о сделке. Он не будет забирать наши души, но взамен мы должны будем пройтись по всем соседям нашего поселка, которые задолжали дьяволу, и принести ему их души. Ну а как вы понимаете, никто в здравом уме за спасибо свою душу не отдаст, так что придется всем раздать пиздов. А как соберем весь список должников, сможем попасть к дьяволу в обитель, где и наваляем уже ему. Но пока что это лишь влажные мечты о прекрасном будущем.
будущем, так что вернемся в настоящее. Наш дедуля, старый чайник, желает нам удачи и отправляет в путь. Перед этим угощает нас ебейшим пуэрчиком, благодаря которому мы обретаем возможность стрелять. Но прежде чем идти набивать всем морды, нам нужно собрать набор чемпиона, а именно самонаводящиеся снаряды, перк на одно дополнительное хп и первая суператака. В начале локации подходим к красному перцу. И он любезно дарит нам 3 монетки. Заходим в магазин и покупаем на них дополнительное сердце. Экипируемся. Меню экипировки в игре на ту же кнопку, что и рывок. У меня это прокрут колесика вверх. И после чего для добычи недостающих монет идем в первый, самый простой уровень типа Run and Gun, где, зажав боковую кнопку стрельбы, используя правую кнопку мыши для передвижения вправо и колесико для прыжка, мы буквально со второй попытки без особых трудностей проходим уровень на 5 монеток. Возвращаемся к свину и покупаем самый важный предмет для нашего прохождения, без которого мы точно не справимся — самонаводящееся оружие, так как, если помните, из-за малого количества кнопок на мыши я не могу целиться, и данный предмет это нивелирует. Теперь проходим по мосту, который появился после прохождения прошлого уровня, и доходим до мавзолея, где с первого раза, абсолютно не напрягаясь, парируем призраков колесиком мыши, за что золотая чаша одаривает нас, по всей видимости, смесью из самых диких китайских чаев, и теперь нам доступна офигенская имбовая суператака. Итак, когда мы собрали сет чемпиона, можем отправляться на битвы с боссами. Первый босс — овощебанда. Кстати, вот тут вы могли заметить вот эту надоедливую надпись, и, как вы понимаете, кнопки смены оружия у меня нет, так что, во-первых, это еще одна причина всю игру пользоваться самонаводкой, ну а насчет этого не беспокойтесь, если выйти в меню и зайти обратно в мир, то эта надпись пропадет, и скоро я это сделаю. А что насчет босса? Как и при обычной игре на геймпаде или клаве, данный босс вообще не вызывает трудностей, как, спойлеры, все 5 боссов с первого острова игры. Уворачиваемся от снарядов картопли. Доводим лук до слез, так как если мы решим его не бить, то на фазе с морковкой будет крайне надоедливая редиска, и поверьте, товарищ, из нее так себе. Уворачиваемся от слез и морква, на которую я еще с первой фазы оставил ульту. Используем ее прокрутом колеса мыши вниз, и я забыл ее экипировать. Не расстраиваемся, бегаем от морковок, прокрутом колеса вверх делаем рывок, чтобы уворачиваться от лучей, хотя порой случались подобные казусы. В целом все кнопки работают отлично, но все, что стоит на прокрутах, время от времени не срабатывает, и в данный момент придется научиться прям тонко чувствовать, потому что прокрут нужно делать достаточно длительный, чтобы ПК засчитал его за нажатие клавиши, но при этом не переборщить с усилиями и случайно не нажать на колесико, чтобы вместо рывка не прыгнуть. Тем не менее, первая попытка и... Параллельно прохождению я решил составлять тир-лист сложности боссов при управлении одной рукой мышкой, и данных овощей я отправляю на D-ранг, ни о чем. Получаем отличную оценку, договор о продаже души набора для супчика, и немедля отправляемся к жабам. Второй босс — Рибиквак. И надпись не убрал, ульту не экипировал, так что выходим туда-сюда. И погнали, вторая попытка. Пизду. Третья и, наконец, удачная попытка. На первой фазе уворачиваемся от кулаков прыжками на колесико и приседами на боковую кнопку. После этого одна из жаб начинает спамить пчел. Отходим от левого края примерно вот так и стреляем назад. Таким образом, снаряды будут лететь не в лягушек, а в пчел. И так как мы отошли от левой границы, то пули не будут исчезать за пределами кадра. Повторяем все второй раз и переходим во вторую фазу. Проебываюсь на перекате жабы, где вместо прокрута колесика вверх ПК засчитал нажатие, и персонаж сделал парирование вместо рывка. Но зато в данной фазе можем вообще не напрягаться. Тупо ходим влево-вправо, уворачиваемся от шаров и переходим к финалу с накопленными карточками. Прокручиваем казик, и мне выпадает бык. В целом этап несложный. Уворачиваемся и используем ульт... Да, блять, я опять не поставил супер удар. Что ж, набираемся терпения, проходим быка, опять крутим слот, выпадает самая простая вариация, где просто прыгаем. Затем опять то же самое, а после выпало самое неприятное испытание — тигр, но благо хп босса почти сразу закончилось. И лягушки также получают D-ранг. После битвы сразу же захожу в инвентарь и ставлю суператаку, после чего топаем к следующему боссу. Тянук де ля Гранд. Что-то на богатом. Крайне легкий противник. Когда прыгает, идем в противоположное от направления прыжка в сторону. А когда Тянук де ля Гранд распускает руки, пригибаемся. При переходе в следующую фазу решаю повыпендриваться и показать, как даже одной рукой я круто парирую. И тем самым зарабатываю на ультимейт, который, слава нахуй богу, я наконец-то экипировал. Не учитывая размеров антагониста, вторая фаза точно такая же, как и предыдущая. Переходим на финальную, где просто бегаем от надгробия и при необходимости используем рывок. Наконец... С первой попытки Тянук де ля Гранд был повержен. Однозначно D-ранг. После победы игра открывает нам путь к уровню на самолетике, но в данном челлендже именно такие уровни ощутимо больше вызывают неприятности, так что отложим его на десерт. А сейчас, пройдя по секретной тропинке, идем к четвертому боссу локации — Грозная гвоздика.
И, наверное, пришло время рассказать вам, что я за фрукт такой сумасшедший, что одной рукой прохожу с первой попытки боссов игры, которую многие люди считают невероятно сложной и не могут пройти ее даже двумя руками. Ну, я обычный челик. Конец. А если серьезно, то я просто очень люблю Cuphead, и в этот челлендж я залетел на своих лучших кондициях. Совсем недавно я получил все ачивки, ну или же иными словами платину, а после такого испытания, спустя более 40 часов геймплея, игра абсолютно перестает быть сложной. Но это я лишь сейчас так говорю, уже очень скоро мы попадем на второй остров, где у меня начались первые проблемы. Ну а Гвоздика с первой попытки без единого урона отправляется в... Конечно, объективно, геймплей с этим цветком тяжелее, чем с теми же овощами, но тир-лист я составляю по собственному опыту данного челленджа, так что здесь также D-ранг. Что ж, остался последний босс на данном острове, Хильдеберг. Я справился всего с 3 попыток и в целом без трудностей, но в будущем все уровни на самолетике будут вызывать очень серьезные неприятности. Во-первых, если на обычных уровнях, как правило, мы ходим только вправо и влево, то тут нужно двигаться во все 4 стороны, уворачиваясь от снарядов, коих на подобных уровнях много и нужно крайне аккуратно между ними просачиваться. Во-вторых, напомню, что я не могу уменьшаться, но данную игровую механику я вообще не считаю обязательной, чего не скажешь о парировании, отсутствие которого не дает быстро накапливать ульту и моментами избегать получения урона. Ну а по первому острову и первым впечатлениям от челленджа хочу сказать, что на самом деле я невероятно удивляюсь работе нашего мозга и его способности адаптироваться. Ведь буквально час игры на мышке в день тестов перед записью ролика, и в целом мой мозг уже воспринимает вот такой способ игры как единственно возможный, уже и не помнится, как игралось на геймпаде. А на этом уровне я смог идеально сформулировать свои ощущения. Если играя обычным способом я чувствую себя как рыба в воде, будто бы используя паучье чутье, то, играя одной рукой, ощущение, что я спустился по уровню скилла до обычного игрока, который впервые зашел в игру, не до конца ощущает персонажа и вот только-только привыкает к управлению. Ну и на последнем хп, уворачиваясь от звезд и летающих тарелок... А вот тут я изначально хотел присвоить Хильде C ранг, но потом я начал пересматривать материал, сравнивать с боссами, что будут дальше, и все-таки решил спустить ее до D ранга. Но опять же, данный остров это разминка, так что немедля погнали на второй, где нас ждут первые настоящие испытания. Нас догоняет старый чайник и говорит нам о том, что наша сила растет, и скоро мы сможем одолеть самого дьявола. Но пока мы не соберем контракты со всех должников, он нас и близко не подпустит, так что продолжаем бить морды. Уровни с самолетами я также оставлю напоследок, так что начнем с баронессы фон Бон-Бон. И, первый босс, который начал меня раздражать. Да раз, пиздец. Ну, ёбаный в рот, вот. Хоть я и справился всего за 10 попыток, по ощущениям это было крайне неприятно, и больше всего на этом уровне мне не нравится рандом в фазах, ведь всего есть 5 разных приспешников баронессы, и первые 3 фазы это 3 рандомных сладости. Плитка шоколада 50 на 50, если повезет, то разрывать ее будет с правой части экрана, и от нас требуется лишь стрелять. А вот если рядом, то можно, конечно, почувствовать, а можно... Карамелька в виде Пакмана вообще не представляет угрозы, но играя на мышке, что-то я... Автомат с жвачкой также крайне прост. Ловим концентрацию и бегаем влево-вправо. Но и тут я... А теперь 2 мини-босса, которых я просто нахуй не переношу. Вот этот еблан, который скачет, блять, туда-сюда, как обезьяна. И на первой фазе с ним еще нормально. Но вот на второй, когда по полу начинают бегать ебучие риски, то в такой ситуации с вероятностью 100%... Ну и главный хуесосина. Вот эта тварь, блять. Тут похуй уже какая фаза, в любом случае приговор сосать хуйца. Я извиняюсь за маты, друзья, но это просто неадекватный додик, который двигается рандомно как он хочет, может тут начать подниматься, опускаться, тут или тут, и по итогу с огромной вероятностью он просто вас зажимает без возможности избежать урона. Ну все же давайте рассмотрим мою удачную попытку. Первым вышел автомат с жвачкой, что на первой фазе расплюнуть, но это не помешало мне как идиоту в самом конце потерять хп. Далее вышел вот этот гиперактивный дружок, но каким-то чудом я засейвился тут, и прямо перед тем как получить урон уже без возможности увернуться, я его вырубил, по итогу вообще не потеряв на нем жизни. И третий был шоколад. Сначала он не доставал до меня, но потом мне пришлось очень жестко пофлексить. Тем не менее, одно хп я все же потерял за счет атаки баронессы, присущей третьей фазе. И наконец финальная стадия, сама сладкоежка, которая начинает бросаться своей башкой, блять, чокнутой, причем двумя, а параллельно этому тут катается леденец, но его можно парировать. И держа икону в своей свободной руке, бегая туда-сюда как угорелый, не без потери предпоследнего хп, все же получается отправить сучку в...
И босс получает от меня заслуженный Б-ранг. На этот ранг и выше будут попадать противники, которых я точно не хотел бы перепроходить. Дальше я пошел сразиться с клоуном Бёппи, на которого ушло аж 15 попыток. Первая фаза крайне простая. Ну, это при условии, если у вас всегда срабатывает рывок, когда вы этого хотите. Легкость второй стадии зависит от воздушных псов, так как порой они спавнятся таким образом, что уже тупо никуда не деться. Но спецатака, которая создает вокруг игрока щит из снарядов, часто сейвила в подобных ситуациях. А также с помощью нее можно дамажить босса и значительно ускорить прохождение фазы. Третья стадия также достаточно несложная. При возможности стоим под боссом, а когда такой возможности нет, ну, аккуратненько уворачиваемся. Но вот четвертая стадия — это ужас. Постоянно перепрыгивать с платформы на платформу, параллельно уворачиваясь от бесконечных снарядов от пингвинов, нанося очень мало урона своим самонаводящимся оружием и при этом делая это все одной рукой. В общем, я не смог. И я решил попробовать новый подход, а именно новое оружие с повышенным уроном. Для этого я вернулся на первый остров, где поговорил с вот этим чупа-чупсом, который оставляет на карте закладки с монетами. Забираю запрятанную монету на первом острове и иду на уровень Run and Gun, который мы не проходили. Мне удается с первого раза пробежать уровень на 2 монетки, ну а больше нам и не надо. Заходим к свину и за 4 монетки покупаем бумеранг, урон которого выше среднего. Возвращаемся к клоуну и просто на невероятных изичах вырубаю его с первого раза. Фазы стали проходиться ощутимо быстрее, в раза эдак 1,5 точно, что позволило мне зайти на последнюю фазу с полными 4 жизнями. После чего я, как последний бездарь, теряю 3 из них, накапливаю ульту, после которой буквально 2 выстрела и... Ну, за счет четвертой фазы, которая действительно неприятная, даже когда вы играете 2 руками, этот босс также получает от меня Б-ранг, и иметь с ним дело я бы больше не хотел. Итак, без учета самолетиков, на данном острове остался всего один босс, всеми нелюбимый дракон Грим Огнепых, на которого мне потребовалось, не поверите, всего лишь 3 попытки. Проходить решил его также с бумерангом, так как хитбокс у босса практически на весь экран, так что самонаводка нам ни к чему, а вот повышенный урон для быстрых смен фаз не помешает. На первой фазе все просто, уворачиваемся от колец, при возможности парируем последнее, избегаем тефтелек, а также хвоста. И очень оперативно переходим во вторую фазу, где тоже все очень просто. Единственное, что здесь представляет угрозу, это время от времени прыгающие на вас огоньки. И секрет в том, чтобы сфокусироваться на языке дракона, вовремя замечать вот таких девиантов и прыгать в ту же секунду, что прыгает огонек. Не сразу, как он готовится к атаке, а вот уже в момент его прыжка. Звучит может непросто, но когда чувствуешь тайминги, это расплюнуть. И наконец третья фаза, сложность которой зависит от того, будете ли вы попадать в огоньки дракона и ухудшать себе жизнь, либо же нет. Поэтому изначально я думал вообще не стрелять в дракона, пока он спамит снарядами, а наносить урон в небольших окнах, когда он хуярит огнем. Но я бы сказал, что план провалился из-за того, что хитбокс хоть и большой, но все-таки не на полный экран. И после вот такой забавной смерти, увидев, что я прям нихуя не нанес урона, решил в третьей фазе стрелять на Верочку. И на последнем хп, однозначно не без божьей помощи... Не самый простой босс, но явно дался мне в разы легче, чем та же баронесса, так что заслуженный С-ранг. Отправляемся на самолетике. Начнем с дятла Уилли, который оказался в разы проще, чем я ожидал. Потребовалось буквально 2 попытки. В первой фазе основная атака — это яйца. И я был очень удивлен, что оказывается скорлупа никогда не разлетается на 90 градусов. То есть, чтобы от него увернуться, достаточно прижаться к левому краю и просто чуть-чуть отлетать от снаряда ниже или выше, что делает эту фазу крайне легкой. Ну и пару раз увернуться от пуль, что тоже очень просто сделать, будучи прижатым к левой стороне. Далее вторая фаза с перьями, которая может показаться тяжелой, но на самом деле летят они достаточно медленно, а места между ними более чем достаточно, чтобы даже используя мышку без особых трудностей от всего этого шлака уворачиваться. Используем ульту по готовности и переходим в третью фазу. Тут уже могут возникнуть сложности из-за относительно хаотичного движения яиц вокруг босса. Может повести и достаточно будет прижаться в верхний левый угол экрана, а моментами придется, читая молитву и держа крест в левой свободной руке, влетать вовнутрь и пока они не сомкнулись, вылетать обратно. Парировать, к сожалению, мы не можем, так что от бластера просто уворачиваемся. И, наконец, последняя фаза, на которую мы заходим с ультой и сразу ее используем. Ждем, пока босс сместится в правую сторону, параллельно пытаемся не получать урона от шлака, витающего в воздухе, и когда слева освободилось место, влетаем туда и вот таким образом наносим урон. Главное успеть вылететь, пока вас не зажало обратно. Как появляется возможность, возвращаемся и добиваем босса. Без сомнений D-ранг, хотя изначально думал, что будет тяжело, ну как минимум на С. Итак, последний босс локации Джин, и вот на нем уже пришлось попотеть. Первая фаза — это сундук, из которого вылетают либо мечи, либо котята, либо вот такой пиздец. И играя одной рукой на мышке, молитесь на мечи, от них уворачиваться проще простого, чего точно не скажешь об этом. Далее небольшая фаза с колоннами, сама по себе достаточно несложная, но из-за хаотичного движения пил, порой я как конченый нубик терял по 2 хп за эту стадию, ну или вообще... Дальше вот это...
За первые две фазы всегда накапливается ульта, так что сразу ее используем на эту скотину. Начинаем чувствовать поведение его глазниц и, минуя их, вовремя пролетаем вперед. И next фаза с куклой. Уворачиваемся от всего, что в нас летит, что на мышке делается непросто. На этой фазе я умирал чаще всего. По готовности используем ульту и переходим в финальную фазу. Держим внимание на пирамидах и опасаемся той, у которой открылись глаза. Также суперудар, если есть, и ни в коем случае не забываем про вот эту залупу. По итогу, спустя 9 попыток... Могло показаться, что босс относительно простой, но нет, ставлю ему Б-ранг. Очень и очень крайне неприятный для прохождения на мышке самолетный уровень. Что ж, вторая глава завершена, и мы отправляемся на третий, самый сложный, последний перед битвой с дьяволом остров. Сюжетно нам показывают диалог между дьяволом и менеджером его казино Кинг Дайсом, где антагонисты хвалят наши навыки, но при надобности рогатые обещают показать нам, где раки зимуют. Ну, это мы еще поглядим. Первый босс на локации — королева Медобрюшка. Изначально решил попробовать с бумерангом, но не пройдя даже первую фазу, понял, что стоит обратно поставить самонаводку. Первая стадия — это вот этот, я хуй знает, дедашер из лунтика. Тут все просто. Бегаем, прыгаем где-то сверху и не попадаемся на осколки от бомбы. Розовые, кстати, можно парировать. Вторая фаза делится на 3 вида атак, и почти со 100% вероятностью нужно будет пережить каждую из них по разу. Первая — сферы, которые после появления будут лететь прямо на вас. Можно просто поубегать от них, а можно парировать, кому как удобно. Вторая атака — это каст вот таких треугольников, из каждого угла которых вылетают снаряды, которые, кстати, тоже можно парировать, но, на мой взгляд, легче просто уйти, не подставляясь под углы. И третья атака — ракеты. Мне удобно поймать момент, когда ракета подо мной пролетит, и после чего спуститься вниз. Для этого я зажимаю боковую кнопку, чтобы быть в лежачем положении, и, не отпуская ее, нажимаю прыжок, а именно колесико мыши. И, наконец, последняя фаза. Сразу используем накопленный ультимейт, и остается уклоняться от хаотично летающих кулаков, а также от удара пилой. Перед этим ударом пчелиха делает рывок в сторону, из которой будет проведена атака, так что нужно бежать в противоположную. Ну и, собственно, 5 попыток и... Не самый простой босс, но и далеко не сложный. С-ранг. Следующий босс — пират. Достаточно классный уровень и выделяется тем, что, как обычно, фазы тут кардинально друг от друга не отличаются. С каждой новой стадией все остается как было, только добавляется новая атака к уже имеющимся. И по итогу с течением времени приходится держать все больше и больше атак в голове, и ближе к финальной стадии начинаешь тупо танцевать брейкданс, пытаясь увернуться от всего, что тут витает в воздухе. Если вкратце, то следим за сундуком, который упадет, если вы окажетесь прямо под ним, уворачиваемся, либо при возможности парируем снаряды пирата. Когда капитан призывает кальмара, пытаемся его оперативно вырубить, от бульдогов отходим в левую сторону, от акулы в правую, а на третьей фазе параллельно всему этому хаосу не забываем прыгать, чтобы не задеть ядра, которые раз в 4 секунды корабль будет пулять по всей длине пола. И тем не менее, даже на мышке я без проблем дохожу до финальной фазы. Тут главная угроза — это вот эти сферы, которые нужно научиться чувствовать. Легче всего, конечно, поставить перк дымовая шашка, но у нас его нет. Так что подбираем нужный тайминг и вперед, вперед, вперед. После 3 снарядов нужно пригнуться от вот этой атаки. Главное не забывать про сундук. Ультимейт по готовности, и вскоре... На удивление было крайне просто, и я справился за 2 попытки, так что ставлю ему D-ранг. Следующий босс — Салли Примадонна. Проходим по секретному пути, чтобы пока что скипнуть робота, потому что, спойлер, это будет пиздец. Но вернемся к Салли. Первая попытка не пошла, и я решил поменять оружие на бумеранг, что стало решением, которое сразу привело меня к победе. На первой фазе уходим от атак, которые достаточно медленные, парируем сердца и, самое главное, аккуратно с потолком. На второй фазе докапливаем ульту, используем и пытаемся не попасться на мышей и малышей. Благодаря бумерангам и суперудару стадия заканчивается буквально за 17 секунд. Третья стадия. Тут придется постоянно прыгать, чтобы наносить урон, так как на уровне роста чашика хитбокса больше нет. После падения метеора сразу его ломаем, так как когда пойдет волна, она же самая неприятная атака данного босса, нужно будет использовать звезду для парирования и дальнейшего перепрыгивания этой самой залупы. На геймпаде просто, а вот на мышке я вахую, что у меня все так идеально получилось. От атаки молнии просто ходим влево-вправо, тут все просто. И наконец переходим на 4-ю стадию, где туда-сюда бегаем от зонтика, пытаемся докопить суперудар и с его помощью хороним босса. Салли заняла у меня 3 минуты реального времени и 2 попытки. Без сомнений D-ранг. И, к слову, D-ранга больше не будет. Итак, следующий босс — Ганс Грызун, либо же в простонародье Том и Джерри. В слоте оружия оставляем бумеранг. На первой фазе тупо прыгаем и не попадаем на огоньки. Уворачиваемся от мусора и колесиком мыши мастерски парируем пружину при надобности. Вторая фаза. Начинаем ее с применения ультимейта, после которого сразу прыгаем вниз. Иначе... Когда крыса спускается вниз, мы, соответственно, наверх. Ну и параллельно внимательно следим за крышками и уворачиваемся.
справимся. Финальная стадия Том. Тут придется постоянно прыгать, чтобы попадать в хитбокс его морды. Убегать от лапы котяры, быть внимательным к касаткам с потолка и уворачиваться от снарядов, которые бросают в нас крысы. И по итогу, как настоящий эксперт, проебаться за один хит до прохождения босса на первой попытке. Но я собрал яйца в кулак, еще 4 попытки, и Том идет в... Было непросто, но и не ужасно. Заслуженный С-ранг. Что ж, последний несамолетный босс на данном острове. Призрачный экспресс. Тут нам необходимо оружие самонаводкой. И босс на самом деле мега простой, особенно если рассматривать его отдельно по фазам. Первое, стоим на одном месте с зажатой атакой. Глазные яблоки уничтожаются сами собой, после чего наносится урон боссу. А когда прилетает тыква, прыгаем и парируем... Что это? Брикет масла? Хуй знает. И таким образом переходим во вторую фазу к скелету. И это вообще угар. Я всегда думал, что нужно постоянно двигать платформу, чтобы не попасть под костлявую руку. Но оказалось, где бы вы ни стояли, вы можете не получать урон, тупо стоя на одном месте. Ну и все, третья фаза. Тут уже придется поездить влево-вправо. Стоим в середине и ждем. Когда одна из голов начнет атаковать, мы двигаемся в противоположную сторону. И самое главное, не подпускаем к себе вот этих тварей. Но в моем случае я вообще ничего не решаю. Либо оружие решит навестись и уничтожить эту мразь, либо... Ну и четвертая фаза. Стоим в левом краю, парируем хвост поезда, сразу используем на сердце ульту и, уворачиваясь от огоньков, завершаем уровень. Даже на мышке босс невероятно простой, и изначально я хотел дать ему D-ранг, но все-таки 5 попыток ушло, да и как будто ставить его на один уровень с овощами уже маразм какой-то, так что заслуженный C-ранг. Итак, осталось самое страшное на данной локации, 2 уровня самолетика. Начнем с того, что попроще, босс Кайла Марина. С виду милая дамочка, я бы даже на свидание пригласил, но нервы мне чутка потрепало. На первой фазе всего 6 разных атак, стая иглобрюхов, пираты, черепаха с бомбой, электрический дельфин, струя воды, мешающая держать контроль над управлением, и вот этот красный шпрот, стреляющий снарядами. И по отдельности от каждой из них легко увернуться, но Кайла всегда использует рандомно 2 разных атаки одновременно, и от какого-то комплекта легко увернуться на мышке, как, например, от сочетания пиратов и черепахи, а от каких-то без парирования и возможности уменьшиться практически невозможно спастись. Например, когда повсюду иглобрюхи и босс начинает спамить пиратов. Так что с каждой новой попыткой молимся на атаки, от которых сможем увернуться, так как в целом успех зависит от того, сколько хп у нас останется по окончанию первой фазы. Не забываем по готовности хуярить ультимейтом, и со второй фазы начинается... Что вершит судьбу человечества в этом мире. От атак угрей даже на мышке в целом не тяжело уворачиваться, так что остается лишь надеяться на то, чтобы нас не превратили в камень в момент атаки. Ну и последняя фаза, которой нужно сохранить как можно больше жизней, так как даже при игре 2 руками случаются моменты, когда просто не успеваешь спастись из-за окаменения. А уворачиваться тут нужно от постоянно появляющихся черепков, шипов, и также кораллы тоже наносят урон. Одним словом, долго в этой стадии выживать не выйдет, так что в идеале еще иметь ульту на эту фазу. Собственно, вот моя удачная попытка. Вторую фазу я закончил с 2 хп, и четко под начало финальной стадии у меня накопился супер удар. Сразу его использую и просто пытаюсь как можно быстрее закончить. Почти сразу получаю пиздов, и на последнем хп, уворачиваясь, я все же смог продержаться еще 20 секунд и... Определенно Б-ранг, самый сложный самолетик и в целом уровень из тех, что были, хоть и чудом это заняло у меня всего 11 попыток. Самый сложный самолетик? Аккуратнее с языком, молодой человек. Ебучий робот доктора Кашля. 47 попыток. Практически час потраченного времени. Это первый и единственный босс, на котором я уже было хотел призвать Джина. Но на 10-х попытках я все же понял, что уровень можно пройти и без него. А раз это возможно, то я не пуська и сделаю это без увеличения жизней. Начнем с главного. С самого начала у оппонента есть вот такая атака, которую миновать можно исключительно парированием, которого у меня нет на мышке. Так что первым делом нам необходимо уничтожить центровую часть робота. Можно, конечно, попробовать попасть в этот маленький промежуток, пока не появятся лучи, и миновать урон, но в любом случае я тогда получал по лицу либо от лазера, либо от самолетиков. Самолетики это вообще отдельный уровень боли. Если их 4, то у них такая траектория движения, что без уменьшения, играя на мышке одной рукой, от них просто не увернуться, и один из них точно заденешь. Но моментами чудом у меня все-таки получалось между ними проскальзывать. Ну и постоянно направленный на тебя луч это само по себе сумасшедшая комбо, а играя на мышке это превращается в настоящий ад. Но давайте решать проблемы по
по мере их поступления. И примерно на 15-й попытке я нашел способ не получать урон от розовых цилиндров. В самом начале боя можно успеть сломать робота в груди, не дав ему выпустить ни одного, при этом миновав первый удар лазером. Далее бьем по голове, сколько успеваем, мы спускаемся вниз, пытаясь миновать самолетики. Теперь в идеале сломать нижнюю часть робота, чтобы они больше не спавнились. Теперь добиваем голову и просто молимся и как можем уворачиваемся, пытаясь вообще не получать урон. Ведь на финальной фазе нужно как можно больше жизней, так как там пиздец. Черные бомбы невероятно надоедливые, и если подпустить их к себе, уже ничего не сделать. Так что пытаемся сразу их расстреливать, пока они не приблизились к чашику. Ну и во всем этом хаосе добиваем сердце робота, после чего начинается мини-фаза перед финалом. Тут просто используем накопленную ульту и врезаемся в башку. После чего секунда выстрелов и начинается ад. Финальная фаза. Хотя, играя одной рукой, даже сам факт того, что мы просто сюда дошли, это уже маленькая победа. Но если у вас 1-2 хп, то, ну, я, конечно, каждый раз пытался в себя поверить, но... Одной рукой невероятно тяжело просачиваться между кристалликами, когда необходимо использовать движение во все 4 стороны по ситуации. Так что пытаемся дойти с 3-4 хп на последнюю фазу, хотя и это не будет гарантией успеха. А теперь самый пиздец моей истории. В какой-то момент у меня села камера, снимающая мою руку с мышкой, и пока она заряжалась, я решил потренироваться за кадром, чтобы выдрочить первую фазу и проходить ее без урона. И по итогу в одну из попыток, да, я прошел его за кадром. И как же я тильтанул, что это произошло, ведь с одной стороны прошел, а с другой не заснял. Ну а отделаться от вас такой историей было бы позором, так что мне не оставалось ничего, кроме как ставить камеру и пройти его еще раз. И вот я с первого раза дохожу до финальной фазы с 3 хп, теряю 2 из них, Всевышние силы уберегают меня от проигрыша несколько раз, по готовности юзаю ульту и... И охуеть, второй раз подряд! Ебать! Ёбаный в рот! Охуеть! Не, ну я еблан, что он не записал, блядь, первый раз. Это вообще такая глупость. Да, это самый сложный босс из тех, что были на данный момент. И из-за своей глупости я чудом прошел его 2 раза подряд, нахуй. Ну, надеюсь на ваш лайк за такой трэш, друзья. Ну, а босс получает от меня заслуженный A-ранг. Если до этого все было относительно приемлемо, то тут одной рукой без возможности парировать и уменьшаться, это был ужас. Но я невероятно рад, что все-таки смог это сделать. Еще и без призыва Джина. Еще и 2 раза. Хочу поздравить нас, друзья, ведь мы закончили с 3-м островом, выбили договор из последнего должника и теперь можем отправляться в обитель к дьяволу, где любезно предложим навалять ему. Но прежде чем зайти к рогатому, нам нужно разобраться с его дружком Кинг Дайсом. Уровень уникальный и выполнен в духе игры бродилки, где, бросая кость, нам нужно дойти до финиша. Под каждой из 9 цифр скрывается мини-босс. Значок сердечка прибавляет нам 1 хп, а зеленые поля это, скажем так, чекпоинты без битвы. Парированием мы на кубике можем выбить число от 1 до 3, так что придется сразиться как минимум с 3 боссами, по одному из каждой тройки. И только после того, как мы пройдем всю линию до финиша, начнется битва с самим Кинг Дайсом. И сейчас я перезапускаю уровень, чтобы в идеале 3 сердечка появились на 2-м, 4-м и 8-м боссе, так как для меня они самые простые и позволят пройти их в идеале без урона, чтобы на Кинг Дайса осталось как можно больше. Так, 2 сердечка на цифрах 4 и 8. В целом пойдет. Погнали. Ходим на босса под цифрой 2. Стопка фишек. Тут просто по ситуации. Прыгаем либо приседаем, чтобы фишки нас не коснулись. Ничего сложного. Далее выбиваем тройку и переходим на 4-го босса домино. Постоянно перепрыгиваем через шипы, не касаемся сфер, которые периодически кастует оппонент, а также один раз за бой со спины в вас полетит вот такая залупка, которую нужно будет аккуратно перепрыгнуть. И, собственно... Теперь нам нужно выбить тройку для перехода в сейф, и оттуда выбить двойку для перехода на 8-го босса. Но я конченый идиот, и проебавшись, спарировал на единицы, тем самым попав к лишнему для меня 5-му боссу. Сам по себе он несложный, играя обычным способом, но одной рукой на мышке... И таким образом я на ровном месте потерял 2 хп, но не сдаемся, на этот раз выбиваем все как надо, двойку, двойку и попадаем к боссу 8-ки. Невероятно простой босс, просто ходим влево-вправо, не попадая смелом для кия, а также сферам, которыми пуляется шар. И вот у меня 3 хп, нужно выбить двойку, чтобы попасть в сейф, после чего еще одну двойку, чтобы наконец сразиться с Кинг Дайсом. Бой с ним строится на парировании, он постоянно спамит в нас карты, часть из которых розовые, и длительное время нужно держаться на них парированием, иначе...
Ну, собственно, вторая попытка, и все нахуй заново. Уровень реально очень крутой по задумке, но долгий до ужаса. Около 5 минут реального времени, просто чтобы дойти до самого Кингдайса. Благо, вторая попытка стала победной. Также сердечко на 4 и 8 боссах. Вырубаем стопку фишек, далее домино, все идет по плану. И нет, блядь, Эдик, ну ты дебил нахуй. Да, я опять проебался и попал на 6-го босса. Это уровень самолетик, но благо достаточно простой. Прошел его, потеряв всего лишь 2 из 5 жизней, блядь. Но сдаваться не вариант, иду дальше на 8. И наконец Кингдай с 4 хп. На этот раз все начинается круто, просто посмотрите за этим профессиональным парированием. Но далее не допрыгиваю, теряю хп. Вывожу еще одну атаку и вновь теряю хп. И опять теряю жизнь. Права на ошибку больше нет. Использую накопившуюся ульту и, слава богу... Невероятно рад, что получилось этот долгий уровень пройти буквально со 2-й попытки. Переживал, что застряну тут на часы. Ну а Кингдайс получает от меня заслуженный Б-ранг за счет своей длительности, а также невероятно сложного парирования при игре одной рукой. Господа, этот момент настал. Финальный босс дьявол. И мне до сих пор не верится, что я смог дойти до сюда буквально одной рукой. Не будем медлить, погнали. И как мы помним, условия челленджа пройти игру, иными словами увидеть титры. Так что... Плохая концовка тоже концовка, я и так сделал много, всем удачи, всем пока. Ладно, шутки в сторону. Я понимал, что битва с этим козлом ебаным будет непростой. Но все-таки я надеялся на свой скилл и опыт, ведь в моем основном прохождении дьявол у меня пройден не просто на высоком уровне сложности, а на самый настоящий S-ранг. Итак, ваши ставки, господа. 83 попытки, практически 1,5 часа чистого времени, 1,5 часа, за которые я успел возненавидеть эту игру, это ебало и вообще это все. Дважды я доходил до финальной фазы, но натыкался на слезы этого конченного нытика. У босса ощутимо больше жизни, из-за чего бой с ним априори достаточно долгий. А учитывая, что по оружию мы можем использовать только самонаводку, так как хитбокс демона на первой фазе находится достаточно высоко, а целиться вверх мы не можем, битва становится еще более долгой и мучительной. А на последних фазах нас ждет полная вакханалия, так что в идеале пройти первую стадию вообще не получив урона, что в целом возможно. Основная атака босса, которая в 70% случаев меня дамажила, это ебучая козлина. Единственный удар на данном уровне и вообще во всей игре, где нужно идеально почувствовать тайминг и прыгнуть до того, как тебя заденет, и при этом упасть, когда дьявол уберет свои ебучие лапы. И, как правило, это происходит вот так. Но я нашел способ, как это контрить. После совершения прыжка используем суперудар, что на лишнюю секунду задерживает нас в воздухе и гарантирует нам мягкое приземление. При этом вокруг нас начинает крутиться щит из снарядов, которым мы наносим дополнительный урон боссу, что по ощущениям прям реально значительно ускоряет прохождение первой фазы, и с 2-3 хп я уже точно ее заканчивал и переходил на вторую, самую простую стадию. Тут мы просто стоим слева, пользуясь лишь этими 2 платформами. Не забываем сменять их при падении на вас фишки с потолка. Когда появляется бомба, мы оперативно ее парируем, а если появляется справа, то просто отходим максимально влево, и тогда взрыв нас точно не достанет. А также дьявол призывает топор, который тоже контрить очень и очень легко. Когда он появляется, мы отходим на левую платформу, топор делает один прокрут, и мы возвращаемся на правую, и все. И вот мы входим в самое пекло, в самое потное испытание, 3-я фаза, где впервые у меня нету никакой тактики, молимся и просто отплясываем ебучий брейкданс. Где-то ложимся вниз, где-то прыгаем, где-то парируем, ебашим ульту, если есть, не забываем про падающие с неба фишки, а в таких ситуациях, как настоящие самураи, просто принимаем свою судьбу. Итак, если у вас было много хп на начале 3-й фазы, вы отлично танцуете, в моей ситуации отлично танцуете одной рукой, играя на мышке, а также если вам повезет, то вы можете оказаться тут, на одной маленькой жалкой платформе, на которой уже на всей скорости летит фишка, дабы прикончить вас. Но, как и любое живое существо, мы не можем сдаться без боя и совершаем крученый прыжок так, чтобы фишка разбилась о пол, и после чего уже мы приземлились обратно. Правда, есть помеха в нашем великолепном плане — слезы дьявола. Тем не менее, будучи полностью вымотанным, измученным, у меня таки получается увидеть заветный... Блин, тварь, сука, как же я зол на него.
С одной стороны, данный ролик это просто развлекательный челлендж, но помимо интересного испытания я хотел показать вам, что Cuphead не такая тяжелая игра, каковой большинство ее считает. Больно уж люди перегибают, называя ее чуть ли не самой сложной игрой современности. И думаю, что пройдя всю игру буквально одной рукой, я наглядно смог показать, что это не так. А я напомню, что меня зовут Эдик, я Броук, и я не какой-то игровой безумец, а самый обычный рядовой игрок, который полностью заслуженно оценивает дьявола на S-ранг, потому что в моменте это была невыносимая агония, и по сложности это безоговорочный победитель. Дай знать в комментариях, пройти ли мне таким же образом DLC. Заходи в мой ТГ-канал и следи за новостями. Ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. И, к слову, на все прохождение ушло практически 5 часов, а умер я 140 раз. Спасибо за просмотр, всем добра!